Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе. Как всегда, мы говорим о самых значимых, самых главных событиях в мире футбола. Ну, наверное, начнем мы с выступления сборной России. Хотя уже прошло какое-то время, но иногда бывает правильно взять паузу и потом уже и делать выводы какие-то о том, что мы увидели. Товарищеские матчи всегда вводят в искус сказать, что это товарищеский матч. Здесь не обязательно убиваться, здесь можно что-то нарабатывать, здесь можно что-то проверять тренеру и так далее. Но все равно привкус от вот такой игры, которую мы увидели в Воронеже, он остается. Как ты вообще относишься к результату этого матча и вообще к тому, что ты увидел в исполнении сборной России? Я с тобой согласен. Вот если бы не те 30 с лишним тысяч болельщиков воронежских, которые пришли на стадион, которые надеялись увидеть праздник, я бы ни слова осуждения не сказал в сторону РФС, в сторону адвокатов, футболистов. А так, конечно, получилось некрасиво. Вроде как приехали людей порадовать и ничего для этого не сделали. Но, с другой стороны, я должен отметить, что сейчас по всему миру вот это идет волна посредственных товарищеских матчей. Очень редкие игры получают действительно с накалом, действительно с высокой ответственностью футболистов. Мне кажется, что потихоньку вот этот институт товарищеских встреч, он сходит на нет. Хотя, казалось бы, странно, Дим, потому что тренеры сборных очень часто говорят о том, что они очень мало получают времени для того, чтобы работать со своими командами. В этом плотном графике, в котором существуют особенно там топовые команды, топовые футболисты, ну действительно очень трудно найти время, когда там кого-то проверить, посмотреть и так далее. И тут такая замкнутый круг. С одной стороны, понятно, что футболисты, которые проводят очень много матчей в Лиге чемпионов, в национальных чемпионатах, они просто устают, и им нужно дать передохнуть. У них нет эмоций, да. А с другой стороны, для того, чтобы сделать команду, она должна играть, там, должны нарабатываться связи и так далее. Либо мы уже просто пришли к тому, что сборные нужно по-другому формировать и по-другому подходить к их подготовке к играм. По-видимому, да. Вспомним, как Гюс Хидинг в феврале устроил сбор в Турции. Не товарищеский матч, а сбор. Его за это критиковали, но мне кажется, это было правильно. Потому что товарищеский матч, что в начале, что в концовке сезона, это всегда риск для игрока. Перед началом сезона вообще никто не хочет ломаться, травмироваться, а здесь в концовке сезона у ЦСКА был важнейший матч. И я знаю, что Евгений Ленорович Гиннер, президент ЦСКА, был крайне недоволен ситуацией, когда игроки «Зенита» отпускаются домой, когда Рыжиков говорит о том, что у него травма плеча и тоже его отпускают домой, а футболисты ЦСКА остаются. Насколько мне известно, у него был разговор с Сергеем Фурсенко по этому поводу. Ну, это такой секрет Полишинеля. Вот, то есть всегда будут возникать разговоры, почему моих взяли, почему мои выкладывались, а вот у оппонентов не призваны ведущие футболисты и так далее. То есть мне кажется, что ситуация в конце концов разрешится в пользу клуба, в пользу игроков. Арсен Венгер в Европе все время поднимает волну, и его можно понять. Действительно, очень много футболистов Арсенала травмируется исторически вот в этих товарищеских матчах. Поэтому неприятный осадок от матча остался. Безусловно, я с тобой соглашусь. Но здесь еще есть такой нюанс, тоже крайне несимпатичный. Ведь понятно, что это была расплата за грехи Дика адвоката. То есть сейчас проводится достаточно много коммерческих матчей, когда более слабые команды приезжают к тем, кто находится в топе, платят за это деньги, за хороший спарринг. И таким образом федерация осуществляет бизнес. А здесь получилось, что мы отдали бельгийцам матч, потому что они вроде как нас статусом пониже. Насколько мне известно, еще деньги заплатили им за эту игру. И вроде бы суда по поводу разорванного контракта Дика адвоката не будет. То есть получается, что... Просто надо напомнить, что Дик адвокат до того, как перешел в сборную, тренировал сборную Бельгии. Да, имел действующий контракт. Да. Вот, и получается, что вот за
дико адвоката. Таким образом расплачивался и город Воронеж, и РФС, и футболисты. И, в общем, получилась какая-то неприятная такая расплата. Естественно, нашлись умники, которые сразу сказали, что и результатом расплатились. Ну, понятно, что в товарищеских матчах не имеет значения. Так, победил, Ну, проиграл. мне кажется, что вреда этот матч принес больше, чем пользы в любом случае, потому что товарищеский это матч, не товарищеский. Но сборная опять получила такую серьезную порцию критики. На психологическом состоянии футболистов это обязательно скажется, на мой взгляд. Ну, неприятно, Просто неприятно. когда тебя ругают болельщики, пресса там, и так далее. Ну, вот никуда от этого не денешься. Поэтому мне кажется, что в данном случае расплата получилась неадекватная нашему приобретению. Я не знаю. А главное, я не вижу практического смысла в этой игре. Потому что до следующих игр еще очень много времени. Особо какой состав будет играть в сборной, какие футболисты будут к этому моменту в хорошем состоянии, трудно сказать. Ну сейчас. да, поиграли Васин и Шишкин. Шишкин провел очень давно матч против Эстонии, вроде он вернулся в сборную. Для Васина это дебют. Но когда будет следующий матч национальной сборной, это будут, наверное, совершенно другие игроки, пройдет слишком много времени. И по их состоянию на данный момент нельзя говорить об их потенциале, например, на следующий сезон. То есть все в 100 раз переменится. Поэтому я согласен, что вот остался осадок, и кроме этого осадка практически ничего и нет. Но с другой стороны, для людей в Воронеже, конечно, это было интересное событие, которое запомнится. Даже я думаю, что несмотря на поражение, просто людям было интересно, они посмотрели на национальную сборную. Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе в студии Вестника Кавказа, и мы продолжим говорить о главных событиях в мире футбола.